Салют. В последнее время полюбил читать с планшета со стилусом. Я открываю на нем Зотера сразу с подготовленной пачкой популярных или научных статей, сажусь в кресло в спальне или ухожу в зимний сад и читаю, нотирую и кайфую от этого. Но есть одна фрикция, которая меня постоянно напрягала. Суть в том, что на Android и на iOS, то есть на мобильных клиентах, есть проблема с поддерживаемыми форматами. Единственный формат, который нормально работает и который удобно читать и аннотировать, это PDF. То есть снапшоты, которые автоматически делают Zotero в виде HTML-страниц или EPUB, либо вообще не работают, либо не поддерживают аннотирование. А для меня важно, чтобы работало аннотирование, потому что это является частью моего общего пайплайна по обработке информации, по вычленению ключевых мыслей, техник, идей, паттернов, сниппетов кода, архитектур, и именно аннотации со всем этим я потом перерабатываю в атомные заметки, внедряю в проекты и так далее. Короче говоря, на телефонах и планшетах хорошо поддерживается только PDF-формат. Но проблема в том, что само преобразование в PDF является рутинным и отнимает зачастую заметное количество времени, за которое я мог бы легко прочитать и проаннотировать часть статьи. И чтобы не быть голословным, я вам сейчас покажу, в чем заключается основная фрикция. И покажу я это на примере статьи от Оли Морозовой. Этот автор мне очень нравится, она пишет довольно стильно и при этом уютно. Значит, мы откроем ее пятничное эссе в браузере. Это статья, написанная на Substack. Это у нас текст и одна иллюстрация. И сейчас я сохраню эту статью в PDF-формат, как я это делал раньше. Я это делал с помощью расширения Print Friendly. Здесь я нажимал «Распечатать на всю страницу». Удобство этого решения в том, что тут можно сразу удалить какие-то ненужные вещи, которые я не хотел бы, чтобы попали в конечный документ. Далее нажимаю «Распечатать в PDF», немножко жду. Можно зайти в файловый менеджер, посмотреть, какой PDF у нас получился. Он выглядит вот таким образом, довольно читаемым. Теперь мне нужно вернуться в Zotero, нажать правой кнопкой мыши, прикрепить Attach, выбрать файл, прикрепить вот этот PDF, и теперь я могу этот PDF читать из Zotero. Ну и, соответственно, сразу работает автоматическая синхронизация с облаком. То есть сейчас я могу открыть эту статью на планшете. А теперь оцените масштаб. Я вам, по сути, показал ручные действия, как для вот этой статьи создать PDF-документ. А теперь представьте, что те же самые операции нужно сделать для всех этих статей. При этом вы же понимаете, что само преобразование в PDF-формат для вот этих 27 статей, оно не имеет никакой смысловой нагрузки, но при этом все равно оно отнимает время и внимание. И, в общем, чтобы убрать эту рутинность, я решил сделать свой небольшой сервис и сразу же написал небольшой скрипт для Zotero, который массово прикрепляет PDF ко всем этим статьям. И работает он вот таким образом. Я выделяю все статьи, нажимаю правой кнопкой мыши, иду в Trigger Action. Это провайдит специальный аддон Text and Action. И я нажимаю «Добавить PDF». Теперь у меня справа появляется куча уведомлений о том, что происходит закачивание непосредственно PDF-файлов. Ну, понятное дело, что это все равно отнимает определенное время, но мне при этом не нужно делать никаких рутинных манипуляций, не нужно делать лишних кликов, мне нужно просто подождать полминуты, минуту, чтобы все эти статьи выгрузились и прикрепились к источникам. Ну, а далее Zotero сам их синхронизирует с сервером, и я смогу все эти статьи открыть с планшета. Ну, как видите, они здесь начинают прикрепляться. То есть все равно это происходит довольно быстро. Отлично. Теперь давайте посмотрим, как выглядит PDF в новом формате. Он выглядит чуть более симпатичным образом. Но самое главное, что теперь я прикрепил ко всем этим статьям PDF. Видите, смотрите, тут ругнулся, что он не может к одной статье найти PDF. Это, по всей видимости, вот эта статья. Можем попробовать еще раз.
Ну да, видимо, у этой статьи стоит определенный блок, который не позволяет ее скачать, поэтому для этой статьи можно будет вручную закинуть PDF. И еще, наверное, такая важная деталь, что, смотрите, в Zotero можно добавлять репозитории. Например, можно зайти вот сюда, это репозиторий OpenHuman и приложение. Ну и, соответственно, можно сохранить себе PDF readme данного репозитория, посмотреть, что этот репозиторий дает, какие у него основные функции, как он устанавливается, и, соответственно, сделать это в более спокойной манере, а не когда у тебя открыто миллион вкладок, и ты пытаешься принять решение среди миллиона этих вкладок. И хотел бы отметить еще один важный системный момент. PDF хорош не только тем, что его можно аннотировать довольно удобным образом, то есть выделять фрагменты, но и тем, что PDF сам по себе является фактически единым и унифицированным входом в систему обработки источников. Потому что если источник нельзя стабильно открыть, разметить, процитировать, а потом связать с заметками, то такой источник, он фактически выпадает из всей исследовательской инфраструктуры. И, в общем, по сути, казалось бы, что это маленький, но на самом деле чертовски полезный системный хак. И я даже почти наверняка уверен, что вы даже не подозревали, что в Zotero можно делать такие интересные вещи, а именно запускать скрипты, которые ходят на сторонний сайт, загружают PDF, прикрепляют. И о том, как такой процесс настроить, вы можете узнать в небольшой заметке, которую я прикреплю в описании к видео. Ну и напоследок, вообще небольшой мастак записывать видео на YouTube. Я больше по написанию текстов. И если вам не хватало в действительности хардкорных текстов про персональные базы знаний, про гибридный поиск, который хорошо работает в больших базах знаний, про то или про то, как построить эпистемическую систему для агрегации оценки источников Zotero, если вам это все интересно, то залетайте в мой Digital Garden, в Telegram-чат и на Бусти. И на этом у меня все.